Все, это основное. Остальные ручки — это украшения. Это эхо, сэр. Что из простых звуков можно накрутить этим приемом здесь? Как дела? Я идиот! Ты идиот! Привет! Дилей — это явно один из самых недооцененных звуковых эффектов. Кто думает, что нужен только для имитации эха, опытные саунд-дизайнеры и пытливые разработчики с вами не согласятся. Итак, какой дилей бывает, что умеет и самое интересное, чему научился именно современный дилей. Погнали! Начнем с самого начала, будто мы новички. Дилей в случае звукового эффекта — это когда звучит что-то, проходит время, и вдруг это что-то повторяется. А повторяться может как один раз, так и многократно до бесконечности. Итак, например, такой звук — это что-то. Простейший дилей в любой программе имеет одни и те же основные ручки. Это, собственно, дилей, или встречается delay time. Это через какое время наше что-то повторится. Время ставится либо точно по миллисекундам, либо привязывается к темпу, что полезно в музыкальных проектах. Фидбэк. Насколько долго что-то будет повторяться. Обычно, если убрать в ноль, то повтор будет только один. А если на максимум, повторы бесконечные. Кстати, кто-то говорит, что именно одно повторение — это дилей, а если их много, то это эхо. Это эхо, сэр. Это ворона. Не суть. Сегодня, чтобы не путаться, я буду все называть дилеем, имея в виду вообще этот эффект. Dry-wet — это может быть одна ручка, а может и две. Dry — это изначальный звук, а wet — это повторы. Так мы выбираем, что слышно громче — исходник или копии, или одинаково. Все, это основное. Остальные ручки — это украшения. Но и без них даже с самым простым дилеем можно уже что-то намудрить. Например, если на голос. Дилей — это явно один из самых недооцененных звуковых эффектов. Повесить дилей с задержкой около 30 миллисекунд, так голос приобретает металлический, роботизированный призвук. Дилей — это явно один из самых недооцененных звуковых эффектов. Дилей — это явно один из самых недооцененных звуковых эффектов. Это раз. Если фидбэк убрать в ноль, а задержку увеличить до 50-80, то получим так называемый slapback delay. Дилей — это явно один из самых недооцененных звуковых эффектов. Голос будто попал в комнату, без использования реверберации. Дилей — это явно один из самых недооцененных звуковых эффектов. А еще не все знают, что смещая время дилея, дилей — это явно один из самых недооцененных звуковых эффектов. Можно получить необычные глитчи. Самых недооцененных звуковых эффектов. Дилей — Это явно один из самых недооцененных звуковых эффектов. на основе этой фишки дилея есть даже плагин Zipper, кстати, бесплатный. Дилей — это явно один из самых недооцененных звуковых эффектов. Дилей — это явно один из самых недооцененных звуковых эффектов. Итак, разные дилеи могут иметь разные украшения, и вот за счет них появилась целая туча вариаций дилеев. Опять же, есть простые, с обычными частотными фильтрами. Например, срежем у повторов высокие частоты. Так звучит, будто это высокие частоты слабеют из-за переотражений. Получим красивое эхо, близкое к натуральному. Еще есть дилеи, у которых повторы поочередно скачут по стереопанораме. Справа налево, слева направо. Что так и называется пинг-понг дилей. Другие дилеи комбинируют в себе по два дилея сразу, для собственных замысловатых ритмов. Причем каждому из них могут быть свои настройки повторов, начиная от тех же фильтров и панорам, и заканчивая насыщением гармониками, использованием только кусочков звука, это гранулярные дилеи, и изменениями высоты тона, это pitch-дилеи. Hello. 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 А динамический дилей умеет срабатывать только в зависимости от интенсивности входящего звука. Hello. 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 Или наоборот.
Одна из полезнейших опций, которая есть лишь у избранных, это дакинг. Дакинг приглушает копии, пока звучит исходник. Внимание! Еще не все влепили лайк. И как насчет подписаться? Тем самым дакинг сохраняет чистоту исходника, когда это нужно. И этой функции часто не хватает. Этого не избежать. Чувствуете, насколько мы уже далеко от простого эха? Но это не все. Мы часто забываем про тейп-дилей, имитирующие старые пленочные магнитофоны. И их плавающие по высоте тона артефакты. Существуют самые разнообразные варианты, предлагающие творчески изощряться, повторяя только левый или только правый канал, только мид или только сайд составляющую, только высокие или только низкие частоты, и даже только тихую или громкую часть звука. Я как-то уже рассказывал про этот плагин в своих группах. А как насчет дилея, который развернет повтор, так еще и поставит его перед самим звуком, а не после. Welcome at the Radio Telescope Doing Hello. А знаете ли вы, что есть люди, которые стреляют звуком в Луну? And then the beam is formed and the beam goes right away to the moon. И ждут, какое же от нее придет отражение. А приходит оно всегда случайное. Из-за постоянного смещения Луны, погодных условий и эффекта Доплера. И на основе этого даже есть дилей в виде плагина для нашего вдохновения. Дилей – это явно один из самых недооцененных звуковых эффектов. Кстати, бесплатный. Я еще выделю тап-дилеи, в которых можно задавать повторами нужный ритм. Любой эффект и модуляции на любой отдельный повтор. Даже еще один дилей. Так каждую копию можно сделать уникальной и при желании устроить настоящий звуковой разгул и вакханалию. Такие дилеи, кстати, позволяют разместить каждый повтор куда угодно в пространстве. Что особенно полезно в многоканальных проектах. Как, например, я применил это, выполняя саунд-дизайн для фильма «Хранитель Урала». Там мужчина застревает в узком проеме пещеры и в отчаянии издает крик, который уже отражается со всех сторон в 5.1. Это, как понимаете, нередкий, но красивый прием в кино. И если раньше такие объемные эффекты касались больше сугубо кино, то сегодня применений становится все больше, в том числе и музыка, и площадки с многоканальными аудиосистемами. Иммерсивные форматы – это мировой тренд, и разработчики создают все больше новых инструментов и усовершенствуют известные эффекты, в том числе и дилей. И я планирую все чаще говорить о новинках и классных решениях именно в области объемного звука. Следите, если тоже интересуетесь. И сегодня я заострю внимание на InDelay от разработчика Sound Particles. Этот современный дилей – это нечто особенное. За счет чего? InDelay создавался в первую очередь для объемного звучания, и сами разработчики называют его 3D Delay. Откроем InDelay на стереодорожке с таким простым звуком в стерео. В самом верху выбор масштаба пресетов, это понятно. Справа выбор конфигурации. Входит стерео, как у нас и есть, а выходит, и вот тут уже интересно. Обратите внимание, больше 30 вариантов вывода. Мы открыли InDelay на стереодорожке. Нам и доступны стерео в разных вариантах и моно. Но что интересно, есть режим Binaural. Бинауральный вывод внутри дилея. Как вам такое? Скоро я выложу видео, где подробно объясню, что такое бинауральный звук и что можно делать с этой занятной штукой. Может, видео уже готово. Гляньте, есть ли ссылка в описании. А пока простыми словами. Бинауральный режим дает впечатление объема, будто звук не только справа-слева, но и спереди и сзади, и сверху, и снизу. Тут не без нюансов, но об этом вот в том видео. Поскольку мы смотрим на 3D дилей, хочется ощутить это 3D. Поэтому сейчас я выберу Binaural, а вы надевайте наушники. Сейчас это важно. Итак, InDelay имеет 3 отдельных режима: Channels, Taps, Particles.
В каждом свой подход. Например, в Channels можно выбрать, к какому каналу применяется эффект. У нас стерео, поэтому тут левый и правый каналы. И это отдельные вкладки. То есть источником эффекта может быть или только левый, или только правый канал. Или оба. Вот так звучит дилей только для левого канала. Настройки для каждого канала могут быть индивидуальные, со своим временем задержки, громкостью, фидбэком. Так для правого. Но пока не будем усложнять. Что мне нравится, это визуализация. Все наглядно. Можно верхними ручками, а можно прямо здесь переместить повторение на попозже или пораньше. Поменять их громкость. И сразу видно, насколько далекий будет фидбэк. И, кстати, можно четко ограничить. Пусть будет только одно повторение. 2, 3 или 4. И в разной последовательности. Так мы получаем упрощенный вариант тап-дилея, но он не основной. Оранжевая точка — это для левого канала, красная для правого. Эти повторения можно индивидуально разместить в бинауральном пространстве, как будто вокруг головы. В режиме стерео такого эффекта нет. Еще тут есть украшалки в виде трехполосного эквалайзера, параметрического, довольно простенькие, если честно. Но есть Air. Это встроенный плагин Air от Sound Particles, который уменьшает высокие частоты именно так, как это делает воздух, для оживления и правдоподобности. Но здесь он встроенный. И Craziness добавляет повторением элемент глитча, чем-то напоминающий гранулятор. И это доступно отдельно каждому каналу. Также есть простой тап, наклацать нужный темп, и кнопка Kill, моментально выключит повторение, если начнется хаос. Но на мой взгляд, главная фишка этого дилея вот этот блок. Это модификаторы движений. До сих пор у нас был выбран модификатор Static, то есть все как обычно, где мы наметили повторение, там они и будут. Но только мы нажмем Rotate, как повторы начнут вращаться по панораме. В любую сторону, с любой скоростью. Модификатором Random повторы двигаются в случайных направлениях. Но это скорее для другого режима, скоро покажу. А модификатор Up-Down перемещает повторение по вертикали, как будто к потолочным колонкам. В наушниках в бинауральном режиме это хорошо слышно. Ну а Float заставляет повторы случайно рыскать по площади, размер которой назначаем вот тут. Все, с режимом Channels мы закончили, а есть еще режим Taps. Это по сути тап-дилей, про который я вам рассказывал. Обратите внимание, в режиме Channels все настройки касались отдельных каналов от нашего файла, а в режиме Taps мы можем настроить отдельно каждое повторение, до 16 штук тапов. А повторять InDelay может отдельный какой-нибудь канал из этого файла, но к этому еще вернемся. И все вот эти настройки, задержки, все движения, они также настраиваются для каждого отдельного тапа. Голова кругом. И третий режим Particles — это, собственно, частицы, на чем компания Sound Particles съела собаку. Здесь можно получить из звука горсть до 100 штук, главное, чтобы справился компьютер. Разбросать по панораме насколько надо, по времени, по громкости, пусть учитывается аттенюация из-за отдаленности. Распределение может быть равномерным по выбранному промежутку времени, либо с акцентом к середине этого промежутка. И теперь пусть двигаются. И, кстати, можно выбрать, как они будут расположены в пространстве. По горизонтали или по вертикали. Как угодно. Больше. В общем, помимо просто повторений, можно получать различные эмбиенсы из простых звуков. Вообще из ничего. Можно буквально закрутить что угодно.
Помните, я говорил про гличи, если двигать время дилея? Представляете, что из простых звуков можно накрутить этим приемом здесь, при таком-то функционале? И это я еще не трогал музыку, у нас канал про саунд-дизайн. Но тем не менее, недавно я буквально оживлял трек, написанный нейросетью, которая в принципе пыталась создать объем на голосах. Но с помощью InDelay в бинауральном режиме и еще. Все это время мы работали со стерео, но допустим, у нас многоканальная дорожка, скажем 5.1. InDelay поддерживает множество форматов и на входе. Вот, появилось 6 вкладок. На выходе пусть будет как раньше binaural, но сама дорожка идет на стерео-выход из всего проекта. Раскидаем эти точки-каналы в пространстве, как будто у нас система 5.1. Если уберем время дилея в каждой точке в 0, то у нас появляется возможность слушать дорожку 5.1 в объеме. Пусть и в бинауральном, но все же. Дилей — это явно один из самых недооцененных звуковых эффектов. Мы можем поменять баланс каналов или размножить их, хоть все вместе или даже только один. Например, добавить только центральному каналу, где сидит голос, тот же slapback delay, про который говорили ранее. Дилей — это явно один из самых недооцененных звуковых эффектов. Или пусть у голоса будут объемные отражения. Дилей — это явно один из самых недооцененных звуковых эффектов. И, конечно, каждый отдельный канал может двигаться куда угодно. Давайте, например, закрутим все, кроме голоса, одновременно с одинаковой скоростью. Дилей — это явно один из самых недооцененных звуковых эффектов. А теперь пусть и голос погуляет. Дилей — это явно один из самых недооцененных звуковых эффектов. В общем, InDelay развязывает руки для саунд-дизайнерских изощрений с дилеями в любом объемном формате, насколько хватает фантазии и мощностей. Лично мне не хватает дакинга. С одной стороны, он не всегда и не везде нужен, но тут бы он точно не помешал. Хочется побольше вариантов обработок. Например, хотя бы еще pitch. Только одна эта функция, и разнообразие улетит просто в космос. Уверен, что опыта Sound Particles более чем достаточно, чтобы добавить эти пожелания. Но и без них инструмент действительно уникальный и разносторонний. Хочется изучать и экспериментировать. Я показал свои идеи. Как думаете, что еще можно придумать при таком функционале? Поделитесь в комментариях. И пробуйте сами, есть туториал на 30 дней. И напоминаю о моем промокоде со скидкой на все продукты от Sound Particles, включая подписки. И эта скидка складывается со всеми акциями. Итак, теперь вообще, видите, сколько всего, какие разные бывают дилеи и какие штуки возможны сегодня на их основе. Будьте смелее, и пусть ваши дилеи звучат интереснее. Всем слышно звука. Пока. Malkovich, Malkovich. Malkovich, Malkovich, Malkovich. Malkovich, Malkovich, Malkovich. Malkovich! Malkovich. 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 Malkovich.